With me. Всем привет, и вы на канале Pigeon Polly. И сегодня я хочу поговорить с вами о такой интересной теме, как составление палитры акварели для художника. Эта тема интересная, но сложная. У каждого художника будет свое мнение на этот счет, скорее всего. И, возможно, мой способ составления палитры вызовет какую-то волну хейта, а может быть и наоборот. Посмотрим, увидим. Я рисую уже, получается, где-то 4 года плюс-минус. И поначалу вообще мне не понравилось рисовать акварелью. Я сказала, что это самый жуткий материал, я никогда больше не хочу этим заниматься. Мне нужно было дорисовать работу для учебы и все, никогда больше. Но так как у меня эта работа никак не получалась, мне приходилось ее повторять снова и снова и снова. Потом я попробовала другие краски, другую бумагу и поняла, что дело было не во мне. Дело было в бумаге, и она просто не подходила под то, что я делала. И, соответственно, акварель тоже не подходила под то, что я делала. Просто вот так вот совпали звезды. И тогда, когда мне удалось попробовать хорошую бумагу и акварель, я поняла, насколько это кайфовый материал для меня. Я знаю, что есть люди, которые рисуют сухой пастелью, и они также говорят, что им очень нравится их процесс. Мне, например, сухая пастель не нравится вообще. Это для меня мрак и пытка. Но тут важно под свое творчество найти нужный материал. Поэтому сегодня мы будем говорить про акварель конкретно и про подбор цветов в мою палитру. Когда я только начинала рисовать, я рисовала акварелью Невская палитра. У меня были белые ночи, набор стандартный, и мне, в принципе, казалось, что все окей, цвета крутые, классненькие, вообще отлично. Но, скорее всего, это было связано с тем, что мне было особо ни с чем сравнивать. Я до этого не пробовала ничего другого, мне казалось, вау, круто, супер. Когда я попробовала другие акварели, это были Ван Гог, это были Рембрандт потом я попробовала Дэниел Смит, Росса, сейчас ко мне едет Миджелла, но это секрет, и вы никому не говорите об этом. Вот, я поняла, что каждый последующий вариант красок, которые я использовала, были все лучше и лучше и лучше, и на их фоне мои первые варианты цветов и красок, и производителей были... Они все становились хуже и хуже и хуже в моем восприятии. Поэтому, если вы мучаетесь над тем, какой бренд выбирать, и вы начинающий художник, начинайте с самого простого, самого доступного для вас. Потому что если бы мне на тот момент дали Дэниел Смит, я бы, наверное, не оценила всего кайфа этой акварели. Хотя, конечно, мне кажется, что они оверпрайс, но это уже тема для другого видео. У меня был пост, кстати, об этом тоже. Вот. Когда я начала думать над тем, какие цвета мне включать в свою палитру, я начала об этом думать в тот момент, когда я скупила практически все цвета Невской палитры и поняла, что у меня примерно 50 разных оттенков. В коробочке из-под конфет я их приклеивала. И я поняла, что, наверное, это пипец. Ну, то есть, это сложно. Я сейчас оглядываюсь на себя и понимаю, что как я этим рисовала? Ну, понятно, что мне не нужно было их смешивать между собой практически. Да и я понимала, что получается грязюка, если я начинаю их смешивать, из-за того, что они многопигментные цвета, то есть призванные для того, чтобы их прям вот из тюбика, из кюветы прямо на рисунок, да, не смешивая. И у меня было 50 оттенков, и мне хотелось еще больше и больше купить, потому что, ну, как-то хотелось разнообразить палитру, чтобы было интересно, красиво, побольше и повкуснее, да, как обычно, да. И тогда я решила, что соберу себе... Тогда я вообще узнала о том, что такое однопигментные, монопигментные акварели. И первые, кого я попробовала, это были Ван Гог. Какие-то я выбрала оттенки. И выбирала я тупо по принципу, что хвалят в интернете. Ну, то есть, какие базовые цвета советуют, по каким пигментам, да, там, вот какой пигмент хороший, какой нехороший, там, светостойкий и так далее. Но мне
ну, поначалу было окей, но потом я поняла, что мне чего-то не хватает, а что-то вообще не заканчивается. Ну, то есть я его практически не использую. Тогда я услышала о лайфхаке таком своеобразном, что нужно посмотреть на свою палитру и оставить в ней только те цвета, которые уже видно, типа донышко кюветы, что вот они уже заканчиваются. А те, которые полностью полные, которые не используются, их можно убрать из палитры и добавлять постепенно какие-то новые цвета, оттенки, и их также проверять, будут они у вас работать или не будут. Но это такой довольно долгий процесс, и я так делала, и это реально работает, потому что вы берете только то, чем вы пользуетесь по факту. Еще один вариант был это проанализировать свои предыдущие работы, посмотреть, какие оттенки там используются, но это довольно сложно, потому что в работе они, ну, на фоне других цветов, вы можете не помнить, что вы там использовали, какого бренда и так далее. Поэтому, ну, это такой способ, как бы. Можно общую палитру составить, общую цветовую гамму, так сказать. И, наверное, нужно отметить, что мне кажется практически невозможным собрать идеальную палитру, которая, во-первых, будет подходить каждому. Такое в принципе невозможно. А во-вторых, которая не будет меняться. Я поняла, что палитра, она не должна быть статичной, она должна все время меняться, и это нормально и окей. То есть хотя бы потому, что мы сами меняемся, наше творчество меняется. Если поначалу я рисовала какие-то академические темы, да, сейчас я рисую иллюстрации. Если изначально я рисовала там иллюстрации, допустим, каких-то вкусняшек, сейчас это чаще персонажи или предметы. Если раньше у меня присутствовали там какие-то более красные, малиновые оттенки, то сейчас это в основном синие, фиолетовые, вот что-то такое, да. И это нормально, что оно все меняется, поэтому у вас должна быть возможность менять состав вашей палитры. Наверное, расскажу самую главную базу, что я использую. Это вот такой вот круг цветовой Итана. И по нему я составляю все свои палитры. То есть я думаю через вот это вот. У меня в палитре всегда есть желтые, и с них начинается моя палитра. Дальше идут какие-то оранжевые, красные, кармины, ну то есть розоватые. Я всегда добавляю фиолетовый, 1 или 2 даже, ну, потому что мне не хочется его мешать, а мне хочется стабильный оттенок иметь, который, ну, если я буду сама намешивать, он всегда будет немножечко разный. А здесь у меня есть любимые оттенки, я вам тоже сейчас покажу, расскажу, которые я добавляю, чтобы они были в палитре. Синие, голубые и также зеленые. Я знаю, конечно, что их можно намешать, но я также их 1-2 добавляю, потому что я чаще зеленые использую на пленерах, и мне вот совсем не хочется вот листву вот эту намешивать прям с нуля. Я могу взять тот же Subgreen от Rembrandt, например, и что-то к нему добавить. Или взять какой-то еще зеленый другой и что-то к нему понадобавлять. А прямо с нуля мне не всегда интересно и хочется мешать. Но я часто так делаю в домашних условиях, потому что у меня очень много синих, и я их смешиваю с желтыми, оранжевыми, которые у меня есть в палитре. Собственно, идея этой палитры в том, что у вас есть какие-то базовые оттенки, которые вы смешиваете друг с другом, чтобы получать тона, и у вас есть какие-то, может быть, намешанные уже, которые вы просто часто используете. Стоит ли выбирать все цвета от одного производителя? Ну, наверное, нет. Тут у меня нету однозначного ответа. Я также на Reddit задавала вопрос, и мы обсуждали это там с коллегами, так сказать. И все, наверное, большинство придерживается мнения, что не стоит брать, если вы уже примерно понимаете, что вы рисуете, все оттенки одного бренда. Я бы посоветовала взять базовые цвета, то есть желтый холодный, желтый теплый, оранжевый, красный холодный, красный теплый, синий, может быть, ну, как он, господи, называется, ультрамарин, кобальт, какой-то зеленый, если хотите, от одного производителя. И
добавлять к этому набору что-то от других разных производителей попробовать. То есть вы составили палитру из базы, из того, что вы уже, в чем вы уверены, и вы добавляете, допустим, 1-2 новых оттенка, которые вы в процессе работы понимаете, надо, не надо. Если что-то понравилось, вы можете заменить на это свою базу, если настолько понравилось, или просто оставить это в вашей палитре. В общем, так. Сейчас покажу, что у меня на данный момент есть. Во-первых, я знаю, что есть люди, которые прямо тубы с собой таскают и из туб набирают цвет на палитру и рисуют. Мне это неудобно, но я знаю, что есть люди, которым так нравится делать, и я их понимаю, почему им так нравится делать. Ничто не сравнится по ощущениям с краской только что из открытой тубы, потому что она свеженькая, она наносится вот как вот идеально. Если, конечно, у вас оно не вытекло связующим, как некоторые. У меня просто недавно был небольшой эксцесс с Рембрандтом. У меня вытекло связующее в сепии и в кармине. Я очень расстроилась из-за этого. Вот. Мне, в принципе, нравится идея, что сразу выдавливать, но мне вот эти вот крышечки открывать, это прям бесит. Поэтому я использую краски в кюветах. Мой нынешний набор выглядит вот так. Это коробочка от Белой ночи. И, кстати, тут вопрос. Я знаю, что многие не клеят выкраску, но я клею, потому что я забываю моментально, где что находится. И если бы вы клеили выкраску, или если вы ее клеите, вы бы делали это на эту часть или на эту? Вот очень интересный вопрос, потому что я недавно осознала, что, возможно, нужно делать это наоборот. Ну, кому как нравится. В общем, вот так вот выглядит моя палитра в данный момент. Здесь у меня в основном Миджелла. Также есть ультрамарин от Дэниел Смит. И много синих, зеленые, черные от Рембрандта. И сейчас я жду, когда приедет мой новый набор от Миджелла и палитра, и мы с вами будем собирать новый набор акварели с новыми цветами. Я вам расскажу, что в них входит, какие конкретно оттенки я туда добавила. Чтобы это видео не растягивать, оно как бы предшествует тому видео, где мы будем собирать палитру, чтобы вы понимали принцип, как я это делаю, почему я те или иные цвета добавляю. Также у меня есть вот такой походный набор, который я таскаю с собой, и здесь только Рембрандт и один цвет от Ван Гог. Это пироль оранжевый, потому что он божественный. Я, конечно, заказала сейчас Рембрандт пироль оранжевый, но мы посмотрим, что там будет. Я думаю, что большой разницы не будет. Вот. Вот так он выглядит. То есть, видите, да, желтый, оранжевый, два красных, два желтых, чуть-чуть оранжевых, довольно много синих, фиолетовые, коричневые и чуть-чуть зеленых. Почему так много синих? Я, кстати, думала, что все добавляют много синих в палитру. Оказалось, нет. Как раз это я на Reddit узнала. Мне просто нравится из них намешивать цвета. Мне проще ориентироваться в синих, чем в желтых. То есть я знаю, что есть люди, которые много желтых берут и один синий, и из них намешивают, соответственно, зеленые там и так далее. Мне больше нравится брать много синих, потому что я из них могу с двумя красными что-то много намешать, с двумя желтыми тоже что-то много намешать. В общем, вот такие у меня делишки. Если вам было интересно и полезно это видео, сделайте все, что там нужно сделать. Вы все знаете, вы умные, я не буду вам рассказывать это. И спасибо за просмотр. До новых встреч. Я пошла снимать для вас новое видео. Всем пока!